Савельич и Пахомовна были коренными деревенскими жителями. Их большой дом пятистенок был самым красивым и добротным в деревне. Недаром Савельич, мужчина богатырского сложения и силы, фронтовик, прослыл лучшим плотником в округе. А уж для себя-то он расстарался, славный домина отгрохал. Его семья считалась зажиточной, дом был полная чаша. Большие деньги зашибал Савельич, но не всегда они лишь хорошие людям приносят, и стал плотник попивать. А что? 4 детей вырастили, в город отправили, и не с пустыми карманами, между прочим. Всех в институтах выучили. Живут теперь дети с семьями в своих квартирах, да не где-нибудь в самом областном центре, а старший сын Коля так вообще в самой столице. Так что, имея полное право, утешал сам себя Савельич, пытаясь оправдать свою слабость. Трезвым Савельич был человек, как человек, но стоило ему хлебнуть лишка, то пиши пропало. Савельич шел в разнос. Дух всемирного противоречия мгновенно вселялся в него, проявляясь во всей силе своего могущества. Пахомовна, пытаясь совсем искоренить эту вредную привычку, воевала с мужем, ругала, забирала все деньги, только все без толку. Савельичу, конечно, и самому было стыдно, он горячо клялся и божился, что больше ни-ни, да только редко, но метко все повторялось вновь. С годами стало подводить здоровье. Спину и особенно раненую на войне руку к непогоде ломило так, что хоть волком вой. Пришлось оставить плотницкое дело. Председатель колхоза поставил его конюхом. Савельич был не против. Накормить 10 лошадей, даже ребят, почистить, съездить куда скажут. Это тебе не топором целый день махать, да бревна ворочать. Да и много ли им с Аннушкой теперь нужно? Пахомовна хворать часто стала. Она дома сидела по хозяйству. А хозяйство-то было корова, теленок, 3 поросенка, 10 овец, пара десятков кур, столько же гусей, да индюков, огорода соток 10, да под картошкой полгектара. И всего то, не то, что раньше было. В целом жили они дружно. Савельич, как полюбил свою Аннушку с самой первой встречи, так и не существовало для него больше женского пола, кроме жены. Очень он ее любил, но вида не подавал, чтобы не зазналась случаем, да и не принято это в деревне. Послал по весне председатель Савельича за гвоздями в большое соседнее село. Поехал, получил, ящик в телегу на сено бросил, пару бутылочек красненького прикупил себе для бодрости, жене всякого по списку, да назад, домой. Приехал, подбодрившись, уже в сумерках, распряг лошадь, глядь, а в сене шевелится кто-то, да пищит. Оторопь подвыпившего Савельича взяла. Осторожно полез в сено. Вынимает котенка тощего, страшного. «Тьфу, ты чего испугался?» — посмеялся он в душе над собой. Не иначе это ребятишки, что у сельпо крутились, в телегу подбросили. Задал корма, налил воды лошадям, запер конюшню и домой. Подойдя к дому, увидел, что этот доходяга приковылял за ним. «Ах ты, дьявол, а ну пошел отсюда!» Ну, рявкнул Савельич, топнув для острастки. Котенок исчез в темноте. Утром Пахомовна, подоив корову, из жалости налила тщедушному пришельцу парного молока. «Опять он здесь. Ты чего это его приваживаешь? Али теперь всех блудных кормить будешь? Гони его со двора», — потребовал Савельич. «Креста-то на тебе нет, ведь пропадет животинка. Поди уж не объест она тебя. Вино-то твое, поди, не выпьет». Опять давеча бражничал, а что обещал, забыл. Наступала на него жена. Крыть Савельичу было нечем, виноват. Это была девочка, мелкая, плохонькая, большой не вырастет точно. Пахомовна назвала ее Мухой и поселила в старую будку, оставшуюся от ее предшественницы, настелив побольше соломы для тепла. «Давай, давай, корми. Погоди уже, она тебе и щенят натаскает». Прорва. Ругался Савельич, осуждающий, глядя на Муху, опустошающую свою миску со скоростью звука. «Не твоя печаль. Ежели путевой сторожихой будет, так и щенят по дворам разберут», — парировала жена. На парном молоке и сытном хлебушке хозяйки Муха подросла, похорошела и стала похожа на собаку.
Сторожиха и она была очень даже путевой. Попусту не лаяла, только по делу. Могла и зубы в ход пустить, если что. Со двора не убегала, как большинство деревенских собак. Прошло несколько лет. Утром, накануне ноябрьского праздника, Пахомовна не обнаружила мухи, ждущей своей порции парного молока. Она лежала в будке и не выходила. Заглянув, хозяйка увидела новорожденного щенка чисто белого окраса. Белых собак у них в деревне отродясь не бывало. Ад! Ликовал, куражась, подвыпивший Савельич. Плодиться тепереча начали. Ну, прорва, вот подарочек тебе, мать, к праздничку. Погоди, уже скоро весь двор в собаках будет за место скотины да птицы. Людям на смех. Она тебе натаскает. А что я тебе говорил? Упреждал. Многозначительно глядя вверх, мстительно улыбаясь, хмельный оракул высоко поднимал свой большой корявый палец, потрясая им так, словно призывал в свидетели небеса и одновременно грозил вселенной. Так у стариков появилась еще и белка со всеми материнскими повадками, только белая. Савельич смирился. Жизнь потекла своим чередом, а через год грянула беда. Не на шутку занемогшую Пахомовну дети отвезли в город, где ей сделали запоздалую тяжелую операцию. Пахомовна осталась у дочери. Наняли сиделку, медсестру из соседнего дома. Наступила зима, холодная и снежная. Надеялись только на чудо. Узнав о тяжелом состоянии своей Аннушки, Савельич прослезился. Подумав, он продал корову, забил бычка, поросят, овец, птицу и на следующий день отвез на рынок в райцентр, где все быстро расторговал. Снял с книжки все накопленные деньги. Зачем ему теперь это все? Получилась крупная сумма, которую он отправил переводом дочери в город. «Олюшка, дочка!» Кричал он на почте в телефонную трубку. «Как получишь, отдай деньги-то докторам. Пусть нашу мать вылечат. Ты уж их там упроси. Только сперва одари. Оно, глядишь, и получше лечить-то будут». Наставлял он дочь. Слезы душили Савельича. В сельпо он купил вина и хлеба. Приехав, распряг Грома, справил работу по конюшне и побрел домой. Голодные Муха с Белкой радостно выбежали навстречу и завертелись вокруг себя волчком, так они делали в минуты сильных душевных волнений. Несмотря на суровость Савельича, они любили его, ведь он был их хозяином. Безучастно посмотрев на радующихся собак, Савельич бросил им целую буханку хлеба. «Нате, ешьте, прорва». Обиходил скотину, затопил печь и принялся заливать свое горе вином. Пуще смерти Савельич боялся страшной вести из города. Наутро, толком не протрезвев, он принимался за привычную работу. Все хозяйство теперь было на нем, еще и конюшня. Его прорва, Муха и Белка повадились всюду сопровождать хозяина, окрики и угрозы не помогали. Каждый день валил снег. Таких снегопадов не помнили деревенские долгожители. Колхозный трактор еле как справлялся. На третий день после обеда опять начался снегопад. У Савельича горела душа. Решив ехать в сельпо, он посмотрел на потемневшее небо, быть бурану. «Ничего, до вечера проскочу, всего-то чуть поболее 3 верст», — думал он, запрягая в сани любимого Грома. Его прорва, вертевшаяся на конюшне, увязалась за ним. Гром шел неспешно, Муха и Белка поспевали, держались чуть поодаль, опасаясь хозяйского кнута. В сельпо, запасаясь вином, Савельич встретил старого знакомого. Ради такого случая решено было выпить. Стемнело, подул сильный ветер, снег повалил стеной, начинался буран. Собаки и лошадь волновались, это заметил приятель сильно опьяневшего Савельича. «Все, Иван, по домам. Ишь, не шути на пот, ночь закружила, а тебе ехать. А то смотри, может, у нас заночуешь». «Нет». «Ну, тогда давай на пасашок». Дорогу сильно замело. Ветер со снегом были такой силы, что в 2 шагах не видно низги. Умный Гром шел уже невидимой дорогой вдоль оврага по памяти. Собаки сильно отстали. Пьяный Савельич задремал, крепко держась за вожжи. В какой-то момент он стал заваливаться на бок и, пытаясь удержаться, всем весом рывком дернул вожжи в сторону оврага.
Гром от неожиданности громко заржал и резко повернул, разметая глубокий снег могучей грудью. В горячке Гром с санями съехал вместе с обрушившимся снегом во враг. Савельич выпал из саней. Конь и человек, провалившись в глубокий снег, оказались в смертельной ловушке. Их криков не слышал никто, кроме собак, пробравшихся по еще не заметенному следу к краю оврага. Через некоторое время, расчищая дорогу для возвращавшегося с района председателя, ехал колхозный трактор. Спешащий тракторист не заметил следа в сторону оврага и окончательно засыпал его. Белка и муха, с лаем выскочившие за помощью, также были незамечены и едва не раздавлены и не погребены отвалом под снегом. В свете фар старого газика председатель неожиданно увидел на снежной дороге двух маленьких, облепленных комьями снега, воющих собак-конюха. Посигналил, но собаки не уходили, вертелись вокруг себя волчком. Председатель вышел из машины, собаки, лая и подвывая, начали карабкаться на снежный навал. Полуживого Савельича привезли домой. Пришла бабка-колениха с травами и мазями. В избе жарко натопили. Больного растерли бабкиными снадобьями, укутали в тулуп и положили на лежанку. «Только в город не звоните. Нельзя, Аннушка», — просил в полубреду Савельич. Несколько дней Савельич лежал без сил. Пришли сильные морозы. Чем питались муха и белка эти дни, неизвестно, но со двора не ушли, тихо сидели на крыльце. Неожиданно открылась дверь. Савельич в накинутом тулупе подхватил на руки свою прорву, понес в теплую избу. Наложил по полной миске пшенной каши с топленым маслом и задумчиво гладил по заиндивелой шерсти уплетавших невиданное лакомство маленьких муху и белку. «Вот вы, значится, какие!» — шептал старый фронтовик. Слыхали, Савельич-то совсем с ума сбрендил, собаки у него прямо в избе живут. Переговаривались у клуба. Куривший рядом председатель перебил говорящих: Савельичу этих собак надобно теперь всю жизнь на руках носить без праздников и выходных, а не только в избе от мороза греть. Серьезно заявил он и, бросив папиросу, пошел в клуб открывать собрание. В самом начале весны радостный Савельич ехал на запряженном любимце Громе к автобусу встречать свою Аннушку. На мягком сене деловито сидели муха и белка. Они тоже ехали встречать свою хозяйку. К спиртному бывший фронтовик больше никогда не притрагивался. Они прожили все вместе еще много счастливых светлых лет.